Добрый день, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я предлагаю связать вам вместе со мной детский плед. Плед мы будем вязать прессовым переплетением. Вот такой вот образец у меня, нежно-персикового цвета. Я вам могу показать этот узор еще и в другом цвете, чтобы вы увидели, какой он интересный и фактурный. Такие некие зигзаги чередуются каким-то раппортом с накидами, да, и изнаночной гладью. Очень-очень интересно. Также у нас этот плед будет у нас оформлен каймой. Я связала образец двух вариантов каймы, которую бы я хотела связать. Первый вариант каймы — это вот такая вот кайма, связанная на полном ластике. Это лицевая ее сторона, это изнаночная. То есть вот такая вот интересная рюшечка, рюша кайма. Второй вариант у меня связан на репсе. Сейчас покажу вам, как выглядит он. И он выглядит вот таким вот образом, этот мой образец. Тот, кто останется до конца и досмотрит данное видео, тот увидит, как вязать кайму и как оформлять наш плед. Так, как вязать вот такую вот кайму, я вам, наверное, оставлю ссылку на канал у одной мастерицы, зовут ее Лина. Она недавно показывала, как вязать эту кайму. А как вязать вот эту кайму, я вам сама покажу. Потому что свой плед я буду оформлять таким образом. Можно, в принципе, с двух сторон. Как вам больше нравится, ту сторону и считаете лицевой. Хотите так, хотите так. У меня лицевая сторона будет вот эта. Я уже связала готовую свою рюшу. То есть у меня длинная такая колбаска. И когда я свяжу плед, я вам покажу, как я буду ее превращать в рюшу. Так, теперь давайте поговорим о пряже. Пряжа у меня вот такая вот. Пряжа лето от Color City. Вы уже все видели, я из нее костюмы детские вязала. Очень хороша она для детских вещей, поэтому плед буду вязать из нее. Состав: 75% хлопка, 25% микрофибра. И в 50 граммах 350 метров. Вот такая вот пряжа. Так, вязать я буду по перфокарте 8D. Перфокарту я потом сфотографирую. Ну, в принципе, если вы видели мой прямой эфир, делюсь перфокартами. Там есть ссылки в описании под этим видео, и все эти перфокарты загружены на Яндекс.Диск. Вы можете пройти и скачать себе и набить. В общем, по этой перфокарте я буду вязать. И плотность вязания прессового узора у меня 7. Так, теперь технический рисунок, да? Итак, плед, просто плед прессом, без рюши, у меня будет 80 на 80. Я связала образец, сняла петельную пробу. Итого у меня по горизонтали 2,36, по вертикали 5,93. Я умножила 80 сантиметров на 2,36 и 80 на 5,93. И я получила, что мне необходимо набрать 188 петель и провязать 474 ряда. Я выполнила набор, провязала бросовой нитью, вы видите, да, достаточное количество. Повесила двухфантурную гребенку, сделала ряд рабочей нитью обвитием. И сейчас я провяжу один ряд. Плотность у меня 7. Готово. Я на счетчике проведу один ряд. Теперь мы будем подготавливать перфокарту и введем ее в перфокарточное устройство. Включаем перфокарточное устройство, берем нашу перфокарту. Повторюсь еще раз, это перфокарта для вязания переплетения пресс, тук, фанк. У меня это номер 8D. И ввожу ее в перфокарточное устройство. Так как перфокарта у меня от вязальной машины Бразер, то мне необходимо ее прокрутить до того момента, когда я буду видеть 47 ряд. Вот таким вот образом. И я ставлю ее на стоп. Застопорила свою перфокарту. Дальше на каретке боковые рычаги
оба включаю на треугольнике на вязальной машине Silver. На вязальной машине Бразер вы включаете рычаг КС. Так, далее. И провязываем один считывающий ряд. Готово. Теперь мы включаем, собственно, саму перфокарту. И на каретке диск переплетений ставим на Т, туг. У бразеров это две левые кнопки, они, по-моему, так и называются туг. И теперь мы просто начинаем вязать ровное полотно, 474 ряда. Это у меня. Вы вяжете по своим расчетам и по своей петельной пробе. Я буду в каждом ряду крайние иглы выводить в переднее нерабочее положение, для того, чтобы они провязывались просто изнаночными петлями. Вы можете так не делать, но мне хочется, чтобы кромка была аккуратной, и моя рюша в дальнейшем хорошо соединилась с деталью пледа. Я не буду сейчас тратить ваше драгоценное время и внимание, тем более светит солнце, плохо видно. Я сейчас отключусь и вернусь к вам, когда у меня уже будет, ну, практически все связано. Мы с вами закроем петли и посмотрим, как вязать рюшу, а потом, собственно, и соединим плед с рюшей. Итак, девочки, я провязала 160 рядов, и у меня ушел ровно один моток. Прошу прощения за освещение, светит солнце, скоро оно зайдет, и все это исправим. Итак, здесь на прессовом узоре я не буду фиксировать кончик нити, делая обвитие крайних игл. Я просто возьму новый конец нити, выдвигаю в переднее нерабочее положение крайнюю иглу, которую я и выдвигала. Нить завожу в каретку, и здесь просто сделаю одно обвитие на этой игле. Провяжу ряд. Снова я вывожу эти крайние иглы. Зацепилась. И снова буду делать обвитие, только уже другим кончиком той нити, которая у меня оставалась. Поправляю пряжу. И так несколько витков сделаю. Сначала одной ниткой, потом другой, а потом просто ее обрежу. Ну и встретимся с вами, как я уже и говорила, когда все закончим. Итак, я провязала нужное количество мне рядов, причем, когда вы будете рассчитывать свой плед, подгадайте так, чтобы у вас он закончился тем же узором, каким и начался. Теперь мы отключаем перфокарту, выключаем боковые рычаги и ставим диск переплетений на вязание кулирной глади. И так же, как и в начале, у нас было 2 изнаночных ряда, да? Ну, 2 кулирных ряда. Также мы их и провязываем. Раз и два. Теперь необходимо закрыть все петли через колок, при этом не стягивайте. Постарайтесь максимально рыхло закрыть, чтобы у вас не было, что начало, там где начало наборного ряда будет шире, а конец будет уже. Перфокарту мы убираем, она нам больше не нужна. Я ее сейчас сразу уберу, и когда я закрою все петли, мы с вами приступим к вязанию рюши, про который я вам говорила и который я вам показывала. Убираю перфокарту. Еще раз вам ее покажу. Вот так вот она выглядит. Вот такими вот зигзагами. Все. Я сейчас отключаюсь и закрываю все петли. Потом как раз сниму заодно, покажу вам полотно. Итак, я связала весь плед, закрыла петли. Это вот начальный ряд наборный. Это закрытый. Закрывала я через колок с помощью петли-уловителя. Я его еще пока не парила, ничего с ним не делала. Такой большой, объемный. Теперь мы будем вязать рюшу, которую я вам показывала на репсе. Вот такую вот, для отделки. У меня связано, я вам просто покажу образец.
Сдвиг игольницы на H5. На каретках плотности по нулям. У меня каретка находится с правой стороны. И я ввожу в работу 14 игл. По передней игольнице, вернее по задней 14, по передней 13. Так, чтобы крайние иглы оказались у меня по задней игольнице. Таким вот образом. Теперь я беру рабочую нить, завожу ее в каретку и провязываю один ряд. Образовался зигзаг. Берем семерочки. Я думаю, они у всех есть. Вот такая вот семерочка у меня. И мне здесь понадобится 2 семерки. Завожу одну с левой стороны, вторую с правой. Вот таким вот образом поправляю, чтобы они не соскакивали. Настраиваю каретку на круговое вязание. Боковой рычаг на треугольник. На передней игольнице рычаг на 0 и диск переплетений на слип. И провязываю 2 ряда. Подтягиваю кончик нити. Как только я провязала 2 ряда, я отключаю настройки на круговое вязание. Теперь мне необходимо сдвинуть игольницу на P5 и перенести все петли с передней игольницы на заднюю игольницу. Это нам нужно для того, чтобы когда мы сбросим наш рюш, наши петли с передней игольницы, наборный ряд был зафиксированным и не распустился. Данную рюшу вы можете выполнять на любом количестве петель, которое вам захочется. Можете больше, можете меньше, но много я не рекомендую, иначе будет, наверное, не очень красиво. Готово. Снова сдвигаю игольницу на H5 и ввожу в работу все те же 13 игл по передней игольнице. Готово. Плотности ставлю 3,3 для этой пряжи. Вы ставите те, которые вам понравятся. То есть вы будете пробовать на образце и смотреть. Вот данный рюш связан на плотности 3,3. И мы провязываем один ряд. У нас также по передней игольнице набрались петли, ввелись в работу. Что мы будем делать дальше? А дальше мы будем вязать 6 рядов репсом, 4 ряда только по задней игольнице. Вот эти 2 ряда, которые напоминают платочный узор, они как раз таки составляют 6 рядов, связанных репсом. Дальше идут 4 ряда, связанных изнаночной гладью. Итак, мы настроили, поставили плотности 3,3. Теперь нам необходимо провязать 6 рядов репса. Репс у меня будет вязаться по передней игольнице, поэтому я поднимаю левый рычаг на 0 и вяжу 6 рядов. При прохождении каретки справа налево у меня вяжутся только петли на задней игольнице. При прохождении каретки слева направо вяжутся обе игольницы. Я провязала ряд, провязала только задняя фантура. В обратном направлении провязали обе. 6 рядов я провязала. Теперь мне необходимо провязать 4 ряда только по задней игольнице. Для этого можно поднять второй рычаг на 0, либо воспользоваться ползунковым рычагом, также его поставить на 0. То есть тут смотрите, как вам удобнее. Ну, давайте я вот поставлю на 0 и вяжу 4 ряда. Вяжутся только петли по задней игольнице. Дальше нам необходимо снова связать 6 рядов репсом. Я отключаю этот рычаг, ставлю его на единицу. Но сейчас при прохождении каретки справа налево у нас снова провяжется 5-й ряд по задней игольнице. Так и нужно. Вы считаете так, как считаю я. 6 рядов это 6 рядов, 4 ряда это 4 ряда. Вот я снова начинаю отсчет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это репс. Ставлю снова рычаг на 0. Считаю 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Отключаю. Дальше снова веду счет на репс. 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
И так вы вяжете ровно столько, сколько вам нужно. Я посчитала по рядам. То есть у меня 474 один бок пледа, 474 другой бок пледа и 2 раза по 188. Я провязала 1400 рядов вот этим вот рюшем. Так выглядит сторона, которая вяжет репсом, то есть по передней игольнице. И вот такие вот валики образовываются по задней игольнице. Включили 0, вяжем 4 ряда. Отключаем один рычаг, вяжем 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова 4 ряда гладим. Снова 6 рядов репса. Здесь можно перевесить, пока у нас образовался карман нашей семерки. Так, 1 и 2. И вяжем 6 рядов. Все то же самое. 1, 2, 3, 4. Отключаем 0, вяжем 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, я думаю, что я сейчас все сброшу и покажу вам, что получилось. Много вязать не буду, так как у меня уже готовая рюша есть. Дальше смотрите, сдвигаем игольницу на P5. И здесь вам необходимо понять, сколько вы хотите ровные планки, которые будут идти к пледу. Ну вот в данном примере у меня здесь 4 петли. Вы можете сделать меньше, можете сделать больше. То есть мне нужно с передней игольницы 4 крайние слева петли перенести на заднюю игольницу. Я переношу 4 петли. Готово. Теперь беру пикаретку. У кого нет пикаретки, можете просто сбросить эти иглы. То есть с передней игольницы я сбрасываю эти петли. Все, петли пошли распускаться. Дальше, если вы вяжете полноценный рюш, вам необходимо закрыть все петли тем способом, который вам удобен. Я сейчас закрою и покажу вам, что получается. Те петли, которые мы сбросили, они получились очень длинными и вытянутыми, потому что распустился один ряд. Это нормально. И закрываю те 4 иглы, на которых у меня перенесены петли для планки. Так. И закрываем последнюю петлю, оставляем хвостик. Готово. Убираю семерки. И снимаем полотно с зубьев машины. Теперь нам необходимо просто распустить те петли, которые мы сбросили. Потихоньку, не спеша, пальчиками расправляйте. И главное, чтобы крайние петли у вас распускались. Вот таким вот образом. Можете в длину, в ширину потянуть, в длину, в ширину. Так. Вот я почти до конца дошла. Готово. Ну, это рюша только связанная, да, не отпаренная. Если вы хотите ее отпарить и чтобы у вас образовались такие же уголки, как у меня, вы просто можете эту рюшу наколоть иголками и зафиксировать вот эти вот кончики, которые ажурные. Прям иголками наколоть и потом пройтись паром, не прикасаясь к полотну. И вот репсовая часть планки, которая будет пришиваться, собственно, к самому пледу. Так. То есть вы вяжете длинную рюшу, лучше связать больше, распустить никогда не поздно, и затем начинаете ее собирать по всему периметру вашего пледа. Это можно сделать с помощью иголки матрасным трикотажным швом, можно при помощи крючка.
Здесь уже кому как удобно. Я сейчас пару стежков сделаю, чтобы показать вам, как красиво это получается. Полностью я, естественно, собирать его с вами не буду, потому что это долго, вы сами, я думаю, понимаете. Те, кто давно вяжут и даже новички, наверное, все умеют собирать изделия трикотажным швом. Так, я сейчас подложу тетрадь. Так. Ну, давайте возьмем один бок нашего пледа, нашу рюшу. То есть я специально выдвигала каждый ряд крайние иглы для того, чтобы у меня образовалась кромка, как при обычной лицевой глади, да, то есть узелок и межузелковая протяжка. И я начинаю соединять, подхватывая под 2 дуги. Сейчас я поближе подвину камеру, чтобы вам было лучше видно. Так, и немножко, наверное, вот так. То есть по рюше я беру межузелковую протяжку. По пледу я беру тоже либо одну межузелковую протяжку, либо вот эти 2 дольки, которые у меня по изнанке от крайней петли. И потихоньку, не стягивая, собираю. Вот так. Я дальше сшивать не буду. Сейчас я вам покажу. Ну вот смотрите. Вот край, который я уже соединила. Вполне себе красивый и аккуратный. Вот изнаночная сторона. Она тоже выглядит довольно-таки неплохо. Ну и сам узор, в принципе, прессовый, да, его можно использовать, носить как с лица, так и с изнанки. А если, допустим, соединять крючком, то можно получить вообще фактурный край, и тогда 100% вы будете его носить и с лица, и с изнанки. Ну, допустим, давайте я возьму крючок. Я сейчас возьму конец нити. И мы с вами попробуем соединить крючком. Хотя этот способ я тоже уже 100 раз показывала. Я сейчас не буду брать новый конец, я присоединюсь к этому. Вы уж простите мой узел. Так, и получается, что мне необходимо повернуть рюшу и плед к себе. Я нахожу здесь межузелковую протяжку на рюше и межузелковую протяжку на пледе. Делаю один соединительный столбик, соединяя 2 эти детали и одну воздушную петлю. Снова беру следующую межузелковую протяжку по рюше и межузелковую протяжку по пледу. Делаю соединительный столбик и одну воздушную петлю. Хвостики от узелка я убираю в сторону. Снова нахожу следующую межузелковую протяжку по рюше и межузелковую протяжку по пледу. Делаю соединительный столбик, одну воздушную петлю и так далее. Давайте немножечко соединим и посмотрим, как у нас получится. Что у нас получится. Если вам сейчас непонятно, как я это делаю, я, наверное, ссылку оставлю, если это видео есть у меня на канале. Ну, по-моему, было, как соединять. Так, снова делаем все то же самое. Главное внимательно, чтобы вы не взяли 2 раза одну и ту же межузелковую протяжку, иначе у вас будет сборчатый край. То есть внимательно. Сесть надо поудобнее, конечно же, в кресло. Можно включить сериальчик и вперед.
Если у меня будет настроение, может быть, сегодня даже выйду в прямой эфир и соберем с вами этот плед. Так, раз. Ну, хватит, я думаю, что вы поймете. Сейчас я вам покажу. Итак, разворачиваю и смотрим на лицевую сторону. То есть получается вот такая вот зигзагообразная змейка. Одна петля смотрит влево, другая петля смотрит вправо. И вот такая вот изнанка. То есть она лучше по изнанке, чем при сборке матрасным швом. То есть здесь также можно, я же говорю, использовать этот плед как двухсторонний. С одной стороны и с другой стороны. Можете, в принципе, не делать одну воздушную петлю между своими соединительными столбиками. Давайте попробуем, посмотрим еще и такой вариант. То есть также мы делаем мы все то же самое, только без одной воздушной петли. То есть берем межузелковую протяжку нашей рюши, берем межузелковую протяжку пледа и делаем соединительный столбик. Снова берем протяжку рюши, протяжку с пледа, делаем соединительный столбик. Протяжка с рюши, протяжка с пледа, столбик. Сейчас будем смотреть. Пару стежков сделаю для наглядности. Соединяем. Раз. Соединяем. Соединяем. До конца сейчас уже соединю. Тут осталось несколько петель. И вы посмотрите и сравните, какой из способов вам понравится больше. Так. И последнюю петельку я также соединяю и просто вытяну длинный кончик нити. Давайте посмотрим на такой способ. Если его отпарить, то между деталью пледа и деталью рюши будет просто косичка. Сейчас ее, к сожалению, не очень хорошо видно. То есть выбирать вам либо соединять матрасным швом, либо крючком. Одна воздушная петля, одна соединительная петля, один воздушный столбик, либо просто соединительными столбиками. Изнанка одинаковая, что при этом способе, что при этом. То есть можно и так плед носить, и так можно плед носить. Так, ну вот, вроде бы и все, что сегодня я вам хотела показать, рассказать. Когда у меня уже будет готовый плед, когда я его уже соберу, я обязательно значок в видео вставлю, чтобы вы могли его посмотреть. А также размещу фотографию готового пледа во вкладке сообщества. Вы тоже ее сможете увидеть. Так, спасибо всем тем, кто досмотрел до конца мое видео. Буду очень рада, если вам пригодится, вы свяжете. У меня это, кстати, заказ. Еще к нему я буду вязать носочки, скорее всего. Ну, по носочкам мастер-класс тоже есть. Поэтому, друзья, всего вам доброго. Подписываемся, ставим лайки и до новых встреч.